Всем доброго дня! Но наши уточки, скорее всего, этот день добрым не считают. Они все скучают по весеннему солнцу, травке и простору. И я их хорошо понимаю, но тем не менее не всем им в скором времени будет предоставлена такая радость. В этом году я решила снова попробовать и вывести утят в аквариуме, а для этого мне, разумеется, понадобятся яйца. И я очень рассчитываю на помощь этих двух милых семеек. И я разделила их заборчиком, чтобы никаких измен, и утята не получились смешанной породы. А вот рыженькие отправятся на первые прогулки уже совсем скоро. Прогноз погоды обещает значительное потепление уже на этой неделе. А вместе с ними побежит гулять и эта белая утка. В прошлом году она не подпускала к себе ни одного селезня, поэтому не участвует в акции «Подари утенка этому миру». В общем, будем ждать, что наши уточки в скором времени станут мамами. А вот наша соседская кошка Розамунда мамой стать уже не сможет. Это решение далось мне не совсем легко. Но дело в том, что котята у Розамунды рождались слабенькие, а последних двух она вообще отказалась кормить. Поэтому это решение после всех моих раздумий мне показалось единственно верным. Если вдруг кому-то эта информация будет полезна, мы обратились в ветеринарную клинику в городе Гродно по адресу Большая Троицкая, 48. И стоило нам это 78 рублей. Стерилизация кота обошлась бы в рублей 40. Ветеринарный врач, очень милая девушка, все аккуратно нам сделала и нарядила в милый сарафанчик, в котором нам нужно будет красоваться целую неделю. Розамунда чувствует себя хорошо. Правда, очень скучает по улице, но такой походочкой много не нагуляешь. Да и можно подвиснуть в такой-то красоте на ветке какого-нибудь дерева. Поэтому Розамунде, как и уточкам, придется немного подождать. Ну а что больше ждать не может, так это рождественские украшения. Вы уже, наверное, и забыли, как это было. Бинок так хорошо сохранился, что мне жаль его убирать даже сейчас. Я убираю дух Рождества в последних числах февраля, но я еще успею это сделать, потому что на сегодня у нас будет другое задание. А это новая древняя штучка, купленная в феврале месяце. Очень милый подсвечник с элементами из латуни, который, на мой взгляд, чудесно подойдет к интерьеру нашего дома.
В этом году я должна буду пошить дюжину юбок и фартуков, и сегодня мы с вами займемся одной из них. Это будет юбка солнца. Выкройка совсем несложная. Можно было бы организовать ее прямо на ткани, но мы все же сперва сделаем ее на бумаге. Для начала нам нужно узнать радиус обхвата талии. Для этого мы воспользуемся формулой радиус равно длину окружности разделить на число π умноженное на 2. Очертим линию талии, а затем определим длину нашей юбки. На этом можно было бы и остановиться. Но так как я купила отрез ткани такой чудесной расцветки и моего самого любимого принта, то мы продолжим. Я очень обрадовалась, когда увидела на одном сайте, а именно на Куфоре, объявление о продаже большого отреза материи, необходимого для юбки такого покроя. Он обошелся мне совсем недорого. В магазине тканей мне пришлось бы заплатить за него значительно дороже.
Я хотела, чтобы в пояс мне вставили люверсы, но в одной ремонтной мастерской мне помочь не смогли, а на поиски другой у меня не было времени. Поэтому я решила вместо них пришить полукольца на кожаных ремешках. При помощи свечей запаяем кончики атласных лент для шнуровки. Мне кажется, у нас с вами получилась очень даже хорошенькая юбка. Но разве могло быть как-то иначе?